На обширных лугах национального парка Крюгера в Южной Африке над пейзажем стелился нежный утренний туман, сквозь который теплыми оттенками проникал свет восходящего солнца. Воздух был свеж и полон жизни, когда молодой и преданный своему делу защитник природы Алексей Белов начал свой ежедневный патруль. Его сердце бешено колотилось от волнения, потому что с детства он мечтал защищать дикую природу. Теперь национальный парк был его домом и зоной ответственности, прежде чем отправиться в путь. Как всегда, он тщательно проверил свой внедорожник, убедился, что в нем достаточно воды, и проверил медицинское оборудование для оказания неотложной помощи. Проезжая по песчаным дорожкам, он часто останавливался, чтобы рассмотреть свежие следы на земле или послушать пение птиц. Он слышал голоса дикой природы и понимал их знамения. Внезапно он остановился. В высокой траве виднелась узкая полоска засохшей крови. Инстинкт подсказал ему, что что-то не так. Он остановил машину, осторожно вышел из нее и пошел по темным каплям, которые вели в густой кустарник. Его сердце забилось быстрее, когда он обнаружил неподвижное животное в тени деревьев. Это был самец льва. Его величественная золотистая шерсть была покрыта пятнами пыли и засохшей крови. Взгляд Алексея сразу же упал на острую колючую проволоку, глубоко вонзившуюся в плоть льва. Лев тяжело дышал, на его теле было заметно изнеможение. Тем не менее, он слабо поднял голову и посмотрел на Алексея затуманенными, полными боли глазами. Алексей осторожно опустился на колени, чтобы более внимательно осмотреть раны. Он знал, что должен действовать осторожно, чтобы не напугать животное. Он достал из сумки плоскогубцы и начал разрезать проволоку кусочек за кусочком. Каждый раз, когда он разрезал проволоку, он приближался к своей цели, но он должен был действовать быстро и точно. Лев тихо зарычал, слишком слабый, чтобы сопротивляться, но все еще полный достоинства. Пот стекал по лбу Алексея, пока он сосредоточенно работал. Наконец, последний кусок проволоки упал на землю. Он быстро достал свою аптечку, продезинфицировал раны и наложил временную повязку, чтобы предотвратить заражение. Лев продолжал лежать, измученный, но в его глазах читалось облегчение. Алексей успокаивающе прошептал ему имя Леон, которое на его языке означало «сильный». Он отступил назад, чтобы дать Леону возможность подняться. Собрав последние силы, лев поднялся на лапы, слегка покачнулся и замер. Прошло долгое мгновение, прежде чем их взгляды снова встретились. В этой молчаливой связи было невысказанное понимание. Без всякой ненависти Леон повернулся и медленно исчез в высокой траве. Следующие недели прошли в своем обычном ритме. Алексей продолжал свою работу в парке, всегда храня память о Леоне в своем сердце. Но однажды, когда солнце стояло высоко в небе, он заметил вдалеке знакомый силуэт. Среди кустов стоял могучий лев и наблюдал за ним. Это был действительно Леон. Он был спокоен, почти всезнающий и не проявлял агрессии. Вместо этого он молча наблюдал издалека. Сначала юный защитник природы подумал, что это просто совпадение. Но день за днем эта сцена повторялась. Леон всегда держался на безопасном расстоянии, но он был рядом. Вскоре коллеги Алексея также заметили необычное поведение льва. Сначала они были обеспокоены, но Алексей успокоил их. «Леон не враг», — объяснил он с улыбкой. «Он друг». История о льве-хранителе распространилась по всему парку. Посетители спрашивали о льве и хотели узнать больше об этой удивительной связи. Некоторые даже были свидетелями того, как Леон держался на почтительном расстоянии, пока Алексей занимался своей работой. Однажды вечером, когда Алексей заканчивал патрулирование, его внимание привлекло знакомое зрелище. Леон сидел высоко на скале и молча наблюдал за ним.
Зрелище было величественным. Два существа из разных миров, связанные молчаливой дружбой. Бросив последний взгляд, они желали друг другу спокойной ночи. Но дикая природа непредсказуема, и вскоре их дружбе предстоит пройти самое серьезное испытание. Сухой сезон прочно закрепился в национальном парке Крюгера. Количество источников воды сократилось, а луга превратились в сухое, пыльное море увядшей соломы. Животные страдали от жары, и напряженность в отношениях между ними росла. Но ничто не беспокоило рейнджеров больше, чем растущее беспокойство среди стада слонов. Они беспокойно бродили в поисках воды и пищи, ведя себя более агрессивно, чем обычно. Алексей знал, что столкновение со слонами неизбежно. Ему было приказано эвакуировать группу туристов из отдаленной части парка. Опасность была ощутимой, когда он отправился со своей командой, чтобы вывести людей в безопасное место. Машины катили по пыльной местности, когда на горизонте показались темные силуэты. Стадо слонов угрожающе приближалось к лагерю. Внезапно события обострились. Тишину нарушил оглушительный звук трубы. Слоны, напуганные появлением машин, запаниковали и бросились в атаку. Алексей пытался сохранять спокойствие и усадить людей в машины. Но в суматохе он был отделен от своей команды. Он оказался один на невысоком холме, окруженный высоким тростником и несколькими поваленными деревьями. Бегущие гиганты приближались, от их массивных тел дрожала земля. В этот момент он услышал глубокий, пронзительный рев, звук, который пробудил в нем одновременно страх и надежду. Леон был там. Лев появился из густой травы. Его мускулистое тело было полно решимости. Он встал перед слонами, снова зарычал и угрожающе оскалил зубы. Слоны остановились, сбитые с толку неожиданным противником. Леон двигался с впечатляющей ловкостью, уворачиваясь, когда в его сторону поворачивался хобот, что дало Алексею время скрыться в густом кустарнике. Он вскарабкался на поваленное дерево и добрался до безопасного места. Леон не отступал до тех пор, пока слоны не начали отступать, потеряв желание противостоять ему. Они медленно побрели прочь. Когда исчез последний слон, Леон рухнул без сил. Алексей бросился к нему, его сердце бешено колотилось. Он осторожно опустился на колени рядом со своим другом и положил руку ему на бок. Леон был жив, но силы его были на исходе. Он тяжело дышал, его тело дрожало от напряжения. Алексей с трудом мог выразить свою благодарность. Он схватил рацию и вызвал свою команду. Вместе они доставили Леона на ближайшую исследовательскую станцию, где его обследовали. К счастью, у льва не было серьезных травм, но ему требовалось время, чтобы восстановиться. Во время лечения Алексей оставался рядом с ним. Новость о смелом поступке Леона быстро распространилась. Администрация парка признала необычайную связь между человеком и животным. Посетители национального парка хотели побольше узнать о льве-хранителе, который защищал своего спасителя. Туристы приезжали, чтобы хоть мельком увидеть необычную пару. Через несколько дней после выздоровления Леон окреп настолько, что смог вернуться на свою территорию. Но даже когда он вернулся в дикую природу, его связь с Алексеем не прервалась. Он часто появлялся из тени, наблюдая за Алексеем во время патрулирования, словно подтверждая свое обещание всегда быть рядом. В тихие ночные часы, когда луна висела высоко над саванной, Алексей часто слышал отдаленный рев Леона, звук, который приносил ему утешение. Знак того, что их дружба перешагнула границы между человеком и животным. Алексей знал, что это только начало их путешествия. У дикой природы были свои правила, и он задавался вопросом, какие испытания еще ждут их впереди. Но одно было ясно наверняка. Пока Леон был рядом с ним, он справится с любым испытанием. Лев был не только символом дикой природы, но и его ангелом-хранителем,
в опасном, но и удивительном мире национального парка Крюгера. Сухой сезон наконец-то закончился, и первые дожди превратили выжженную саванну в яркое зеленое море. Алексей почувствовал облегчение в природе. Животные снова нашли обильную пищу, и жизнь в национальном парке Крюгера постепенно вошла в нормальное русло. Но в глубине души он понимал, что это еще не конец всех испытаний. Однажды утром он получил срочное известие. Браконьеры проникли в отдаленный район парка. Алексей собрал свою команду и подготовился к операции. Браконьерство было для него постоянной проблемой, и он знал, что дорога каждая секунда. Вместе со своими коллегами он отправился в пострадавший район, полный решимости остановить преступников. Прибыв на место, они обнаружили следы борьбы. Пятна крови на земле, сломанные ветки и брошенную сеть, что наводило на мысль о худшем. Внезапно Алексей услышал слабый, но знакомый звук – глубокое гортанное рычание. Его сердце замерло. Он побежал на звук и обнаружил тяжело раненого Леона, лежащего на земле. Его верный друг, очевидно, пытался остановить браконьеров, но был побежден. Алексей почувствовал, как в нем поднимаются гнев и отчаяние. Но он знал, что сейчас не время для эмоций. Он осторожно опустился на колени рядом с раненым львом, который слабо смотрел на него. «Держись, Леон, я здесь», – прошептал он и немедленно начал обрабатывать его раны. Тем временем его команда пошла по следу браконьеров и предупредила власти. Через несколько часов прибыло подкрепление, и браконьеры были задержаны. Администрация парка оцепила территорию, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, но все внимание Алексея было сосредоточено на Леоне. Он привез льва обратно на исследовательскую станцию, где ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти его. Следующие несколько дней были наполнены неопределенностью. Алексей проводил каждую свободную минуту рядом с Леоном, молясь, чтобы его друг выкарабкался. Раны были глубокими, но лев обладал непоколебимой волей к жизни. Через неделю произошло чудо. Леон открыл глаза и впервые с момента нападения попытался встать. Путь к выздоровлению был долгим, но Алексей знал, что Леон – боец. Благодаря большой заботе и терпению, лев постепенно поправлялся. Когда он, наконец, снова встал на все четыре лапы, это был момент неподдельной радости. Но Алексей знал, что ему предстоит принять трудное решение. Леон принадлежал к дикой природе, к своему прайду, а не к защитным стенам исследовательской станции. Приближался день прощания, и когда он настал, Алексей проводил его до границы его территории. «Прощай, старый друг», – тихо сказал он, наблюдая, как Леон медленно исчезает в тени деревьев. Лев обернулся в последний раз, и их глаза встретились в молчаливом обещании, что их связь будет длиться вечно. Однажды вечером, когда Алексей сидел у костра, глядя на звездное небо, он услышал отдаленный рокот. На его лице появилась улыбка. Это было отголоском прошлого, подтверждением того, что Леон где-то рядом, всегда начеку, всегда рядом. На этом их история на самом деле не закончилась. Она продолжала жить в бескрайних просторах дикой природы, в сердцах всех, кто слышал о них, и в невидимой связи, которая навсегда соединила две души.